Есть типичная жалоба: я наклонился, постоял и не могу выпрямиться. Это не работает задняя поверхность тела. Вы можете подумать, что в этой позиции не должно работать. Конечно, должно работать. Теперь определенными алгоритмами я нахожу ту зону, которая создает эту проблему. И, как правило, компенсирую другой орган. И вот именно другой орган будет создавать клинику. Привет. Во время наклона у тебя болит спина. Ты не можешь долго стоять в согнутом положении. Как думаешь, почему? Где найти ключик решения твоей проблемы? Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт. И я подскажу тебе, где именно у тебя эта проблема. Оставайся с нами, досмотри видео до конца, и ты увидишь чудо исцеления. Поехали, с нами разбор. И у нас сегодня разбор. У нас на приеме Елена. Елена, расскажите, какие жалобы? Когда я после прогулок, там час-два я гуляю, у меня начинает болеть поясница. Угу. В каком месте? Ну, где-то вот здесь. Да. Ну, поясница ближе к крестцу. Актуальная тема? Продолжаем. Как давно это появилось? Ну, после того, когда я родила ребенка, и сейчас уже ребенку 14 лет. Ага. И с тех пор это все в одной паре или это ухудшается? Ну, обычно, когда я брала ребенка на руки, да, то есть через какое-то время у меня болела поясница. Сейчас, естественно, ребенок уже взрослый, и когда вот я делаю какую-то физическую нагрузку в плане вот долгих прогулок, мне хочется или присесть, а когда я сажусь, у меня вот это вот тянет поясницу. А если вы делаете наклон вниз, это отражается как-то на состояние поясницы? Да, начинает у меня болеть. Смотрите, пациенты, на какие жалобы, я сейчас их озвучу, и у многих из вас либо есть, либо вы сталкивались с ними. Например, когда вы носите маленького ребенка, либо вы мама, либо вы бабушка, вы берете малыша, и у вас центр тяжести должен смещаться вперед. Чтобы вы не упали вперед, у нас есть мышцы по задней поверхности тела, от затылка до стоп, и они удерживают ваше падение. Если эти мышцы работают, у вас проблем в виде болей, дискомфорта не возникает. Но если эти мышцы у вас не работают, и вы в обычной жизни ходите, как бы не испытывая проблем, но дополнительная нагрузка вызывает у вас боль. Это может быть, например, подъем тяжести, переезд. Это может быть стройка, вы поднимаете мешок, да, строители. Это может быть проблема с наклоном. Есть типичная жалоба: я наклонился, постоял и не могу выпрямиться. Это не работает задняя поверхность тела. А еще вы, когда наклонились, вам нужно опираться на ноги. Почему? Потому что не работает задняя поверхность тела, и вам нужно встать в упор. И это мега часто встречающиеся жалобы. И работая длительное время с ортопедическими приемами более 17 лет, все пациенты с жалобами на поясницу именно озвучат эти проблемы. Конечно, при ходьбе нагружается таз, нагружается поясница и возникает болезненность. Но вопрос: стоит ли лечить поясницу, либо поясница может быть компенсацией какой-то другой проблемы? Это может быть травматизация в родах, когда выполняют эпизиотомию, либо происходит травматизация промежности. Это может быть травматизация со стороны связочного аппарата таза. Это может быть выполненные эпидуральные анестезии. Не было? Была. Роды были самостоятельными. Да. Те пациентки, у которых было кесарево сечение, очень легко этот рубец может создавать такую клинику. Здесь были естественные роды. Да. Далее, как разобраться в этой ситуации? Вы знаете, что у нас есть рефлекс, исследуя который я точно могу найти ту зону, из-за которой это возникает. У кого-то это будут зубы, например, удаленный зуб. У кого-то это будет травма головы, шеи. У кого-то это будет травма на ноге. У кого-то это будет орган, потому что у нас есть висцеромоторные связи. И вы спросите, а как органы соотносятся? А я вам отвечу. Почему у вас болит левая рука, левая
часть тела, левая часть подбородка, когда есть проблемы с сердцем. Об этом все знают, но не понимают, почему это происходит, потому что они связаны. Когда у пациента есть опоясывающие боли на уровне корпуса, это может быть очень легко проблема с поджелудочной железой. Когда у вас болит поясница, это может быть проблема у мальчиков простатит, у девочек воспаление со стороны органов малого таза, пожалуйста. И об этом нужно помнить. Тогда, как я могу выполнить тест? Давите, пожалуйста. Давите. Это работает. Давите. Это работает. И это работает. И в покое здесь все хорошо. Что произойдет, когда мы сделаем наклон? Делайте наклон вперед, обратно. Опа, и мы уплыли. И появилась проблема. Появилась проблема. Давите в сторону. Причем в боковой плоскости все норма. Раскачивание идет вот в этой плоскости. Как вам можно показать, почему у вас возникает боль и ограничения в пояснице и невозможность подняться с позиции наклона? Наклоняйтесь вперед. Все, и обратно. Давите. Давите вверх. И здесь не работает. Вы можете подумать, что в этой позиции не должно работать. Конечно, должно работать. А каким образом вы должны выйти в позицию вертикальную? Тогда у этого есть проблема. Еще раз, боль в области здесь, да? Смотрите, у меня есть нормальный индикатор состояния нервной системы рефлекс. Я нагружаю эту зону, и индикатор у меня падает. Это говорит о том, что есть нарушение в этой зоне. Нервной системе не нравится, когда надавливаю в эту зону. Там связочный компонент. Если я буду надавливать по позвоночнику выше, на уровне, ну давайте, грудо-поясничного перехода, видите, норма. Нервную систему не напрягает. С правой стороны норма. Но когда я снова нагружаю на уровне L5S1, это переход поясница-крестец, появляется проблема. Тогда вопрос, могу ли я полечить эту зону, или мне надо найти то место травмы или тот орган, который запускает. В данном случае определенными алгоритмами, и когда вы хотите их понять, вы их не поймете. Почему? Для этого необходимо пройти специфическое лечение. Когда вы хотите разобраться в алгоритмах лечения пациента, вы можете пройти обучение у нас, и только так, по ссылочке ниже, и тогда вы будете знать. Когда вы смотрите видео, и вам непонятно, как лечить, и вы обижаетесь. Но вы же не обижаетесь на видео, где делают операцию, и вы не знаете, как ее сделать. Ну, потому что хирург учился в институте. Теперь определенными алгоритмами я нахожу ту зону, видите, которая создает эту проблему. И это область левой почки. Если вы хотите доказательства, я сейчас уменьшу сигнал, а там именно выражен симпатический ответ с нее. Вы все знаете, симпатика, парасимпатика – это разные режимы работы органа, разные режимы нагрузки нервной системы. Если вы попрыгали, у вас сердце бьется чаще, это симпатический ответ. Если вы уснули, наступает парасимпатика, и сердце бьется реже. То же самое происходит с другими органами. Теперь мы делаем наклон вперед, обратно, дави назад, сила, дави, сила, наклон вперед, стой, дави, сила. Увидели? Если я снова нагружу этот орган, наклон вперед и обратно, появляется слабость. Наклон вперед, ниже, все, давить, и появляется слабость. Убедительно? Я работал только на почке. Я нагружаю опять этот орган и, как правило, компенсирую другой орган. И вот именно другой орган будет создавать клинику. Почему? Потому что он является компенсацией. Все, что болит, это компенсация. Это может быть, например, другая почка. Нет. Это может быть печень желчная. Нет. Поджелудочная. Нет. Мочевой пузырь. Нет. Сердце легкое. Нет. Желудок, да. Все гениальное просто. И он может давать о себе знать.
И в зависимости от того, в каком режиме находится желудок, здесь клиника может усиливаться и зависеть от приема пищи. И мы готовы лечить нашу пациентку. И еще момент. У нас эмбрионально закладывается тело с двух клеток. Наши мышцы ассоциированы с некими органами. И поскольку желудок ассоциирован с большим количеством мышц на уровне верхней конечности, здесь может быть проблема со стороны мышц верхней конечности. Например, бицепс. Видите? Ой-ой-ой, он не работает. Не работает с двух сторон. Когда мы касаемся желудка, и болит, может быть, локоть, может быть, плечо. И когда пациент приходит с другой клиникой, моя задача с этих суставов перейти на ту зону, которая является именно проблемой. То же самое пояснично-подвздошная мышца. Это мышца, которая стабилизирует поясницу и создает клинику. И управляет тазобедренным суставом, ассоциирована с почкой. И когда почка работает плохо, эта мышца выключается. Вам доказательство. Ложитесь на спинку. Давите. Мышца не работает. Бывает так. И тут, конечно, пациентке смешно. Почему? Потому что она попала к нам на прием. Но, если бы она пришла ко мне лет 10 назад, и у нее болит поясница, да, МРТ, и да, там, скорее всего, ничего плохого не будет, и слава богу. Ну, протрузия будет, она там, ну, поволнуется на пару ночей. То, что про слово протрузия забудет, поясница как болела, так болит. Например, шея. Будет то же самое. Ничего там, никаких изменений колоссальных не будет, потому что молодой, здоровый организм. Будет назначение каких-то препаратов. На какое-то время они могут помочь. Но поясница как не работала, так и не работает. Органы как не работали в нормальном режиме, они так и не работают. Поскольку идет сбой по системе выделения, а почки именно этим занимаются, то организм страдает. Желудок страдает, мышцы, ассоциированные с желудком, не работают. Руку на почку, пояснично-подвздошная мышца включилась. Еще раз тест. Дайте. Я знаю, что вы напишите, нога сейчас была выше. Держите, дайте. Без разницы, под любым углом, дайте, она включается. Уважаемые коллеги и наши пациенты, как на самом деле устроен наш организм? Если, предположим, у вас постоянно хочется что-то покушать и кинуть в желудок, и пока вы это не сделаете, вы не можете работать, не можете сидеть, это компенсация. Как это выглядит? Дави, пожалуйста. Не работает. Я нагрузил желудок. Дайте. Работает. Дайте. И стало легче. Почему с утра у кого-то из вас кружится голова? Вы с утра делаете упражнения, и ваши мысли о том, что необходимо что-то поесть. Например, сделайте наклон вперед. Мы ушли в слабость. Но если мы будем делать этот наклон, и я буду нагружать желудок, то поясница перестанет болеть. Вот именно такие взаимосвязи, именно этот уровень, это высший пилатес, ребята. И, конечно, посмотрев это видео, кто-то из вас не поймет. Но здесь не обязательно понимать все досконально. В целом просто отследите у себя некие такие закономерности, и они вам помогут потом разобраться в своем теле. И когда придете к специалисту метода PDTR, а вы можете по ссылочке ниже выбрать его у себя в городе, вы ему об этом расскажете, и он вам гарантированно поможет. Я нагружаю желудок, наклоняйтесь вперед, давите, сила, сила, наклон вперед и задержаться. Мы нагружаем желудок, давите, сила. Поэтому желудок должен работать в определенном режиме. Лечение. Я нагружаю область почки, область желудка. И этот патологический условный рефлекс, который возник когда-то,
уходит. Видите? Да, здесь не надо стучать молотком по позвоночнику. Ну, не надо. Наклоняйте вперед. Стой. Дави. Сила. Дави. 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 Ниже. Сила. Обратно. Дави, пожалуйста. Тем более я сейчас, видите, почувствовала, что я давил сильнее. Да. После лечения я всегда давлю сильнее, и здесь мышцы включились. Пояснично-подвздошная мышца. Ложитесь. К сожалению, многие методики, видите, все включилось, направлены на то, что необходимо какие-то грубые физические воздействия на тело. И, конечно, они обижаются, специалисты, когда им показываешь простые варианты решения проблемы. И они считают, что после такого лечения необходимо что-то разминать мышцы. Этого делать точно не надо. Почему? Потому что она сейчас походит, у нее все, что там было, работало неправильно, все разойдется. И вам пример. Когда у пациента перелом, кто именно склеивает этот перелом? Вы со своим шкребком? Нет, конечно, организм склеивает. Если он склеит перелом, неужели он не сможет убрать какие-то неправильный тонус мышц? Все моментально происходит самостоятельно, потому что мозг всем управляет, и мозг может сделать то, что не сделает ни один специалист, ни одни таблетки. Поднимайтесь. Вот такой у нас сегодня был пациент. Неожиданно, ну да, внутренние органы могут создавать боли в опорно-двигательном аппарате. Расскажите, что по... Ну, мне очень радует тот момент, что я буду теперь меньше есть. Да. Просто я не думала, что я ем и как бы нагружаю, тем самым компенсирую себе, вернее. Да. Вот. Вам спасибо, но мы пошли есть. Все. Давайте подведем итог. Наша пациентка Елена, у нее боль при наклоне и боль в пояснице была связана с нарушением висцеромоторного рефлекса. То есть это тот рефлекс, когда тело реагирует на работу внутреннего органа. Мы определили этот нарушенный орган, это была правая почка, компенсация была в области желудка. И с этим может быть связано переедание у пациентки. Мы полечили эти органы, стабилизировалось тело, и во время наклона я вам показал убедительно тестом, то, что тело стало стабильно. Если тебе понравилось видео, лайк, подписывайся на канал, колокольчик. А если хочешь использовать методику PDTR именно так, а это топ-методик, и она рвет все существующие, по ссылочке ниже, приходи, мы тебя научим. С вами был Забродин Михаил. Всем пока, будьте здоровы и хороших вам наклонов.